Всем добрый день, меня зовут Эльвира, я основательница бренда органической косметики Эльвира, энергопрактик и просто женщина, которая заботится о своем здоровье и внутреннем состоянии. Мне 38 лет, и, конечно же, меня волнуют вопросы, как оставаться молодой, красивой и, главное, здоровой еще очень долгое время. В нашем канале мы будем обсуждать вопросы, которые интересуют всех женщин. Все о красоте, молодости, здоровье, сексуальности и отношениях. Ведь все мы хотим быть счастливыми, красивыми и наслаждаться жизнью. Сегодня в нашем выпуске естественные методы омоложения. Миф или реальность? И в нашей уютной студии мы встречаем первого гостя. Андрей Мурашов, специалист в области естественного оздоровления, телесный терапевт, энергопрактик, остеопат. Привет, Андрей. Всем доброго, прекрасного дня. Спасибо за представление, Эльвира. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые находятся в области моей компетенции. Нас очень интересует вопрос, Андрей. Естественное омоложение. Реально ли вообще это? Давайте немножко пошире посмотрим на нашу природу. Что такое естественное? Это что-то природное, то, что дано нам от Бога, что дано нашему телу, и то, что не привносится, минимально привносится извне. Мы говорим про функции организма и про энергию, которую этот организм получает из природных веществ, из еды, из воздуха, из наших источников света, солнца. На что мы можем влиять? Вот на факторы, которые вокруг нас в меньшей степени, только если мы куда-то можем переместиться в более уютный климат. На что мы можем влиять, когда мы живем в определенном социуме, в определенном городе, в каком-то микроклимате, экологической ситуации. Мы можем влиять на адаптацию нашего тела к этой ситуации. И наше тело, что очень хорошо умеет делать, так это адаптироваться. Мы можем эти процессы каким-то образом запускать. Именно остеопатия является таким инструментом, который позволяет телу запускать естественные процессы здоровья, лимфоток, кровоток улучшать, на уровне тканей делать более тело молодым, здоровым, работать с мышечной системой, с фасциальной системой. И тем самым процессы, которые воспринимаются нами как молодость, здоровье, становятся более естественными, более активными. И мы вместо того, чтобы воспринимать негативно влияние среды, микроклимата, экологии, начинаем больше входить в какие-то ресурсные состояния. И это приводит к тому, что мы становимся более здоровыми, и считывается наше состояние как более молодое. Я думаю, что это будет такой более конкретный ответ, что мы можем сделать в плане естественного омоложения. В нашем менталитете заложено то, что просто лень иногда, какими-то способами пользоваться. Тогда следующий вопрос: почему не все занимаются этим? Я думаю, надо спросить людей, которые не ставят во главу угла свое здоровье. Тут, наверное, выбор каждого. И для себя я отследил среди своих клиентов, почему я вижу, что люди не берут ту пользу, которую я даю им. В большинстве случаев просто у людей есть тяга получить какую-то волшебную таблетку и за один прием, за два приема решить те проблемы, которые копились годами. Вы же понимаете, что это вряд ли возможно. Мы привыкли просто получать какой-то сразу результат быстрый и хотим от специалиста, чтобы он нам, как на прилавок, выложил здоровье. Так бывает редко. На самом деле здоровье – это наша ответственность. Если мы, например, ездим на машине, то мы ее регулярно заправляем каким-то хорошим бензином, возим на техническое обслуживание, прислушиваемся к ее работе
Если какие-то лампочки на приборной панели, что-то не в порядке, следим за тем, чтобы машина нас не подвела. Но если мы начнем туда заливать неположенный бензин на дешевых заправках, если мы будем забивать на техническое обслуживание, не будем менять масло, не будем смотреть на панель приборов или выкрутим оттуда все сигнальные лампочки, вот как вы думаете, сколько нам прослужит этот агрегат? А машина – это всего лишь кусок железа. Но почему-то в нашем, да, действительно, может быть, менталитете или в наших привычках, или вообще в свойстве такого человека больше смотреть вовне, чем в себя. Я вижу, что люди скорее заботятся о своих детях или о своих супругах, о тех, кто рядом находится, о тех, кому они что-то считают должным, о тех коллегах по работе или о задачах рабочих. То есть всегда фокус внимания нацелен как бы на то, чтобы вовне дать свою энергию. Но то, что внутри нас, почему-то не так притягательно. Возможно, здесь вопрос внутреннего принятия, какой-то любви и заботы о себе. Не доходят до себя руки, да, ты имеешь в виду, пока Да. со всеми разберешься. Но иногда не доходят до себя руки для того, чтобы не увидеть, да, что-то большее, допустим, в себе. Ты начнешь разгребать это все, ты уже должен вести какую-то другую жизнь, уже выйти из зоны комфорта. Если ты начнешь заниматься собой, да, тут очень много, конечно, наверное, еще и психологических факторов, да, помимо того, что я как озвучила, там бывает иногда просто лень этим заниматься, зона комфорта — это тоже такое дело, где если ты привык к чему-то одному, то уже какие-то действия делать уже как-то не очень хочется, даже если они приведут к какому-то очень хорошему результату. Да. Давай попробую ответить по пунктам. На самом деле мы думаем, что нужно сделать что-то грандиозное. Нужно обязательно как-то пересмотреть свою жизнь, переиграть свой характер, переделать себя. И от этого очень сильно пострадают наши любимые, близкие, домочадцы, наш привычный уклад жизни, что мы вот прям все возьмем и разрушим, если мы начнем о себе чуть больше заботиться. Остеопатия одним из принципов ставит именно отслеживание, что в нас приводит к той или иной дисфункции, нарушения, неправильной какой-то работе системы, и как можно минимальными изменениями это действительно повлиять на это и изменить. И поэтому вот тут очень отзывается мне этот принцип остеопатический, то, что мы, просто направляя внимание куда-то, чуть больше даем туда энергии, где наше внимание, там энергия. Наверняка все слышали. Да. И вы только перед сном вспоминаете, насколько вы устали, и как вы вымотались, и сколько вы хотели себе с утра время посвятить, но как вы про себя забываете целый день. На самом деле есть простые вещи, которые можно делать 10-15 минут, посвящать себе, руки не доходят. Это наши руки, то, что нам дано от природы, как энергетические проводники нашей энергии, то, что мы можем себе давать заботу, любовь, признание через внимание к себе, через правильное, бережное, осознанное прикосновение. То, чему я учу на практиках. Поняла. И, Андрей, как ты думаешь, вот менять внешность с помощью уколов красоты, вот как ты относишься вот к этой тенденции, как эксперт, как мужчина? Расскажи, пожалуйста. Ну, это выбор каждого. Я не могу тут кого-то осуждать или говорить, что это неправильно. Но давайте тоже посмотрим с точки зрения человеческого тела и с точки зрения того, какие цели себе ставит человек в этой жизни. Вот для чего нам нужно выглядеть как-то не так. Вот, то есть это соответствие какому-то образу, это требование вашей
профессиональной работы, то есть вы перед камерой должны выглядеть определенным образом. Да, это возможно, это действительно необходимо, потому что процессы естественного омоложения требуют времени, требуют вложения. И, может быть, вот вы сегодня проснулись с каким-то дефектом на лице, ну вот прыщ выскочил, вам нужно перед камерой стоять, вам нужно вести. Ну что, нам нужно использовать грим, использовать те средства, которые есть. Точно так же вам нужно долгое время быть каким-то вот представительным, да, вы используете эти филлеры, там, ботокс. Но давайте посмотрим чуть шире, как они влияют на наше лицо. Если посмотреть в перспективе нескольких месяцев, лет. Филлер, Лет, наверное, больше. да, филлер это что? Это заполнение ткани какого-то инородного состава. Соответственно, вот когда я делаю массаж лица, в том числе остеопатически работаю, я чувствую этот филлер. И я уже его, как естественную ткань, не могу изменять. А когда я работаю с естественной тканью, организм начинает переадаптироваться, и этот филлер, он, ну так скажем, он даже мешает естественной адаптации тканей. Он остается как инородное тело там. Его в конце концов, конечно, рассосет, но если делать это многократно, то образуется, ну, скорее такой в перспективе нескольких лет длительный накопленный эффект, который лицо делает неестественным. Если говорить об уколах ботокса, то мы вводим туда осознанно токсины в ткани, которые обездвиживают мышцы, делают лицо менее, так скажем, выраженным мимически, и при этом это считывается сразу. То есть лицо, проколотое ботоксом, сразу становится менее живым. Мимические морщины, которые дают какой-то рисунок, дают живость лицу, они не так считываются, как вот в естественности, да? И поэтому тут, опять же, все в теле компенсировать начинает вот это внешнее воздействие. Я имею в виду, что если вы здесь обездвижили, то какие-то мышцы берут на себя эту функцию, и у вас, например, начинает больше сползать вперед шея, то есть больше начинается напрягаться зона шейных мышц, затылочных. В нашем теле все связано. Вот попробуйте просто так напрячь, вот сделайте такой эксперимент сейчас. Попробуйте просто так напрячь мышцы шеи, не напрягая лицо. Вот сделайте. Попробуйте, не получится, все связано. Попробуйте сжать правый кулак и почувствуйте, как отреагировала правая часть лица. Вот сделайте это сейчас. Выйдите в эти ощущения, вы увидите, насколько связано наше тело. Если мы встанем на ноги, перенесем вес тела на правую ногу и обратим внимание, как почувствовало наше лицо и шея, это тоже будет слышно. Просто надо к себе немножко прислушиваться. То есть, если мы, допустим, ставим ботокс, блокируем часть лица, да, чтобы она не двигалась, получается, что страдают все остальные. Ну, мы начинаем мышцы. По цепочке запускать обратный эффект. Дисбаланс такой. Да, многие слышали, что стоматология это не только вот здесь вот что-то влияет, особенно когда крупные какие-то инвазивные воздействия, там что-то мосты ставят или импланты, или работают там с костями челюсти, да, все это не, должно переадаптироваться в организме. И порой инвазивные воздействия на область челюсти доходят до нашего таза, до наших стоп. То есть вот туда тоже идет адаптация, потому что все в теле связано по цепочкам. Я поняла тебя. Спасибо, Андрей, за ответ. Кстати, много сейчас узнала для себя нового. Даже не думала про ботокс в таком ключе, да, что он может, блокируя одни мышцы, да, начинают нагрузку на другие больше, получается, мышцы. Ну, как мужчина могу сказать, что считывается естественная красота, когда лицо не обездвижено, а когда оно проявляет естественные реакции. Я вижу эти морщины, но я не считываю это как некрасивость. Я считываю это как естественно. Да, я вижу, что человек, вот, когда человек не следит за собой, когда лицо запущено, когда нету естественного лимфотока, это другое.
это считывается как какая-то неопрятность. Здоровая красота, ты имеешь в виду, естественная. Да, да. Да. Когда человек не следит за собой, это тоже делает определенный внешний эффект, и ну, у человека сразу перестает вот энергетически считываться как здоровый, заботящийся о себе, любящий себя. Если мы себя любим, то вокруг нас люди становятся тоже окруженные этой любовью. Мы должны сначала свой сосуд наполнить, чтобы дать другим. Мгм. Почувствуйте, если вы из пустого стакана начинаете наливать другим, то что вам ничего не остается, но и другим мало передается. Как ты считаешь, Андрей, как энергии влияют на нашу красоту и молодость? И какую вообще роль играет энергия в этом? Ты знаешь, что я записываю женские медитации. Одна из них по естественному омоложению и раскрытие сердца, да, и одна из моих самых любимых — это на раскрытие сексуальности и женственности. Вот как ты считаешь, влияют ли вообще энергии на нас? Насколько они влияют на красоту, на молодость, на женственность, на сексуальность? Можешь поделиться? Ну да, я в предыдущей фразе уже начал говорить про наполненность стакана. Да, это очень как раз в тему этого вопроса. Если взять энергию, мы ее не видим, но мы видим ее проявление. Мы не видим, вернее, так скажем, мы не можем сказать, как, почему эта энергия влияет, но по факторам, которые вот считываются нами, другого человека, мы видим, он в ресурсе или не в ресурсе. Это так же, как наблюдать за каким-то ручейком. Вот мы видим, когда он течет прям весело, легко, свободно, или мы видим какие-то вот камушки, заводи, там, листья, которые этому ручейку мешают течь. И точно так же я вот воспринимаю, как в теле у нас. Есть определенные там блоки, которые мешают некому току жизненной силы. Вот мне так уютнее воспринимать это, и по себе я могу то же самое чувствовать, как я сам себя чувствую в этом. Видите, я говорю больше про ощущения, чем про знания какие-то и про мысли. Да. То есть мы всегда энергию считываем не на уровне какого-то мыслепотока, а на уровне нашего бессознательного чувствования. Поэтому, необъяснимо даже иногда. Да, это необъяснимо. Мы понимаем о да. том, что какая здесь преобладает энергия в данный момент. Есть ли она вообще? Потому что в нашем теле тоже, опять же, смотря где находится энергия, в данный момент ее вообще не может не быть, но она просто все время находится в разном положении, да, так скажем, в теле. То есть, если она находится там в сексуальном центре, это значит сексуальная энергетика. Если там стоит блок, если он находится в сердце, да, то есть тут уже какая-то женственность проявляется. Если мы поговорим про женское тело. Спасибо. Согласен с тобой. И это опять же уровень нашего осознанности нашей и внимания. Вот, например, сейчас вы можете сделать очень простой эксперимент. Каждый может попробовать. Вот попробуйте согнуться и сесть вот так вот. И почувствуйте себя. Какое сейчас ощущение? Ну вот согнуться прям согбенно, да? Теперь попробуйте распрямиться и смотреть вверх. Все, поток уже сразу идет. И тоже, да, какое-то вы почувствуете ощущение. И теперь попробуйте сесть прямой спиной, выпрямиться немножко, покачаться на своих, вот, найти опору, найти стопы свои, почувствовать свое тело, сделать вдох и посмотрите прямо. Вот у вас будет 3 разных ощущения. Ментальный, эмоциональный и телесный центр. Приводим в одну ось, выравниваемся ровно, делаем вдох-выдох, чувствуем и там, и там, и там. Вот тогда идет максимальная энергия. Да. И так мы можем управлять вниманием и смотреть в нижние чакры и запускать оттуда энергию огня, сексуальности, говорить оттуда больше из глубины, из основания своего. Мы можем говорить больше из сердца, чувствовать поток, который идет в нас, раскрывает нас. Мы можем говорить больше из верхних центров, осознавая при этом и тело, и свои внутренние резервы.
Поэтому здесь все наше внимание, наша позиция тела, Нужно наше больше дыхание. заботиться о себе. Я вывод. И забота о себе, конечно. Андрей, делись, пожалуйста, советом, с чего начать, если все-таки решилась на естественные методы омоложения? А, Вопрос очень интересный, и для меня он тоже когда-то стоял. Для здоровья, для своего ощущения и для того, чтобы мы возвращали себе молодость, нужно делать определенные инвестиции. И это не значит, что мы сразу должны круто что-то поменять. Вот делайте маленькие шажочки, искусство маленьких шажков. Сделайте 5 раз в день практику возвращения к себе, как я говорил. Почувствуйте свое тело, почувствуйте свой эмоциональный центр, почувствуйте свой ментальный центр. И это будет 1-2 минуты. Но сделайте это на протяжении дня обязательно 5 раз. Поставьте себе такую задачу. Это поможет вернуться к себе и выйти из какого-то рутинного алгоритма, из этой суеты. И это будет очень хорошее начало. Второе, про что говорила Эльвира, у нее есть замечательные практики. Послушайте, какие вам заходят медитации. И, насколько я понимаю, они не очень длинные. Они 15 минут максимум. 15-18 минут. Да, и это то время, которое вы прямо инвестируете в себя. Сделайте на протяжении недели, поставьте себе будильник, и в определенный день, в определенное время дня ставьте эту медитацию и погружайтесь в эти ощущения и в эту практику. Ну и третье, я могу порекомендовать тем, кто хочет заниматься через свои волшебные ручки, заниматься естественным омоложением. Ну, небольшие практики, которые я даю в своем канале и которые я даю на своих офлайн и онлайн занятиях. Угу. Это можно делать через наше прицельное внимание, осознанное прикосновение и тоже уделять этому немного времени, там 15-20 минут в день. Я думаю, это будет замечательная инвестиция в себя. Плюс питание, ну, более-менее, да, какое-то, наверное, должно быть адекватное. Меньше сахара, наверное, самое главное. Совсем я его, конечно, не убираю, еще та сладкоежка. Поделюсь немножко как раз в тему нашего январского детокс-марафона. Ты рассказала прям ключевые вещи, на которые мы обращаем внимание. Действительно, вот важно просыпаться в течение дня, и это не только про то, что чувствовать себя, а это и про то, что мы действительно забываем пить воду. Если так смотреть, то мы за каким-то разговором, на ходу запихиваем в себя еды намного больше, чем мы в 3 приема пищи умещаем. То есть это переедание во время перекусов, это заедание сладким наших каких-то психологических конфликтов, это суррогат радости, который мы не получаем в жизни, за счет того, что мы пытаемся вернуть себе какие-то детские ощущения от конфет и сахара. Ну, частая причина. Ну и переедание, отсутствие интервалов голода, то есть хотя бы 3 часа, чтобы отдохнул наш желудочно-кишечный тракт, а то мы непрерывно что-то поглощаем. Это ключевые вещи, они самые простые, но если их еще сдобрить практиками саморегуляции, медитации, то есть наши волшебные ручки, плюс еще ментальное такое вот постоянное наполнение, то получается очень классный эффект детоксикации. Да. Ну, обо всем об этом, да, могут наши подписчики на твоем телеграм-канале узнать. Да, у тебя есть группа детокс. Есть детокс-марафон, который мы в течение недели проводили. Это все сделать, ты уже не будешь одинок. Да. И так поддержка и соратники, это всегда важно очень. Да. Есть какое-то упражнение у тебя, может быть, в твоей копилочке, да, которое можно сделать быстро дома для красоты, для здоровья? Вот прям вот какой-нибудь такой экспресс. Экспресс. Да, вот прям там, ну, для лимфы, например. Да, конечно. В тему эстетики лица, когда я даю упражнения, я всегда стараюсь рассказывать, с какими мы структурами работаем. Потому что для нашего внимания важно не просто, что я коснулся там лица, там привычно то, что вижу в зеркале,
я должен понимать, от чего зависит лимфоток на лице. На самом деле, если просто делать даже лимфодренажный массаж, он не будет вреден. Но часто он будет малоэффективен, потому что есть ключевые зоны, через которые лимфа просто не оттекает. Как я говорил, в ручейке бывает засорена какая-то зона, и там блок. И этот блок очень часто находится вот здесь, вот под нижней челюстью, там, где идет отвод лимфы в наш венозный угол, куда она впадает со всего тела. Покажешь нам, да? Да, я покажу. На самом деле нужно просто чуть-чуть внимания и сядьте лучше удобно за столом. Я могу показывать на себе и опираясь на свое тело, но лучше, чтобы локти были в опоре. Поэтому мы локти ставим в опору. Мы бережно, мягко кладем вот уголки наших костей челюсти, вот здесь вот угол нащупайте и почувствуйте, чуть-чуть глубже заходите, уже болезненность. Вот. Это зоны, которые связаны с напряжением жевательных мышц, с напряжением шейных мышц, с нашей вот такой вот осанкой, когда мы сидим с шеей вперед. И они очень часто зажимают все лимфатические оттоки от лица. И давайте их просто расслабим. Положим локти, мягко положим на пальцы большие свою челюсть и прям успокойтесь, сядьте, выдохните и почувствуйте себя больше, как будто бы вы дали себе, вот как в гамачок свою челюсть положили, и уютненько так выдохните, сделайте глубокий выдох, длинный выдох, и ваши пальцы большие проходят туда, внутрь этих зон, и вы эту боль принимаете, ощущаете, даете ей место и еще глубже проходите. И вот потом можно, так посидев немножко, успокоившись, пройти глубоко-глубоко таким глубинным движением к нашему подбородку. Почувствуйте, что в этом есть такое внутреннее глубокое расслабление тканей. И здесь вот я сделал эту практику буквально минуту-две, у меня уже тепло пришло к этой зоне, да? Приливается, да? Отходит мышечный спазм уходит, челюсть начинает лучше двигаться. Можно потом добавить к практике одновременно вот с этим движением еще и приоткрывание челюсти. Одновременно вы будете расслаблять жевательные мышцы. Это будет также влиять на симметрию вашего лица, потому что это очень сильные перекосы лица именно с этим связаны. Поэтому это простая практика, делайте ее, и тем, кому отзывается, дайте обратную связь через Эльвиру, и вы можете приходить в канал. У меня есть такие практики на ключевые зоны нашего тела. Спасибо большое, Андрей. У нас была очень интересная беседа. Что-то для меня уже было не новостью, так как я к тебе ходила на остеопатический массаж. Да, на остеопатический массаж. У меня были очень хорошие результаты. Надо, кстати, будет еще повторить. Это очень ценная инвестиция в себя. Курсом нужно делать. Вот, благодарим тебя. Спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будьте здоровы, красивы и счастливы. Я тоже благодарю вас от всего сердца. Будьте здоровы и любите свое тело. Оно ответит вам взаимностью.